Все, у нас уже выпал снег первый. Мороз у нас -2 сегодня. Обещают еще больше. Вот так вот все. У нас снежок. Вот такой. И я сейчас бегу в курятник срочно утром. Приехала только что. Мне нужно срочно собрать яйца за 3 дня. Прошло 3 дня, как я пропоила курочек от глистов. И вот эти яйца, которые они снесли за 3 дня, мне нужно будет утилизировать, то есть выбросить. И почему я спешу? Потому что сегодня уже 4-й день. И вполне вероятно, что уже какие-то курочки сегодня снеслись, а эти яйца уже можно кушать. Поэтому я быстренько сейчас соберу. И сегодняшние яйца мы уже будем кушать. Вот так вот замерзает зимой вода, видите? Срочно нужно убрать ведра, потому что они полопаются. Они замерзнут и лопнет пластик. Поэтому зимой я ставлю баклажки, которые потом в конце зимы выбрасываю. А зимой у меня курочки едят снег. Вот вместо воды это будет у них снег. Вот так вот. Меня, кстати, спрашивали, как организовано поение у меня у курочек зимой. Вот таким образом. Курочки едят снег и вот так пьют воду. Все, ну пойдемте быстренько собирать яйца. Захожу в курятник вместе с вами. Я еще сюда не заходила. Вот так вот, как я открываю курятник и всю картину, как я вижу, все это я вам показываю. У меня на канале вы видите все как есть. Вот. Но прежде чем собрать яйца, нужно вот почистить помет. Это для того, чтобы открыть верхнюю крышку. Меня часто спрашивают, почему вы не собираете яйца через верх? Ну вот, всегда спешу вам показать или собрать яйца, и мне проще открыть боковую и собрать сбоку яйца. Потому что сверху нужно крышку, прежде чем открыть, ее нужно хорошо вычистить. Потому что с нее, если я сейчас открою ее, то запачкаю шторы, и этот помет будет сыпаться в гнезда. Так, давайте быстренько собирать. И даже если мне будет попадаться какое-то теплое яйцо, то уже его брать я не буду. Нет, вы знаете, пока что курочек в гнездах нет. Возможно, сегодня еще никто не снес. Так, вот у нас. Ну и как раз нормально. За 3 дня не будет сильно жалко выбрасывать большое количество яиц. Все вот эти яйца я быстро собираю. Это снесенные яйца за 3 дня после пропойки от глистов. Жалко, конечно, очень жалко.
Но в инструкции к препарату написано, что яйца эти есть нельзя. Спасибо всем комментаторам, которые мне писали, что эти яйца можно отдать животным. Ну, немножко я не согласна с этим мнением, потому что животное это тоже живое существо. Почему они должны есть то, что нельзя людям, а животных я должна это отдавать? Я тоже не хочу, потому что эти яйца содержат этот препарат, которым я глистогонила кур. И, естественно, если этим курочкам сварить и дать эти яйца, они все равно содержат этот препарат. И это будет двойная нагрузка на печень птицы. Не надо жадничать. Выброшу эти яйца, ничего страшного. Не обеднею. Потом мне еще написали, что эти яйца можно отдать соседям для поросят. Этого тоже я делать не хочу, и с этим я не согласна. А не дай бог, с поросенком что-то произойдет, даже не по причине того, что они съедят мои яйца. И, естественно, соседка скажет, что это от яиц. Если с животным соседским что-то случится, я буду думать, что это от яиц, и соседка будет недовольна. Зачем это надо? Все-таки, ну, всякое может быть. Поэтому никаким поросятам я этого давать не буду, а просто выброшу эти яйца. Ничего страшного, они тоже пойдут в пользу. Они пойдут в удобрение. Это очень хорошо, что у меня еще молодые курочки не занеслись. И поэтому выбрасывать мне придется не такое большое количество яиц. Только от старых моих кур. Вот. И я думаю, что эти яйца принесут еще пользу, потому что прикапывать я буду под вот этой молодой яблонькой. Очень вкусная, красная, сладкая яблочко. И эти яйца ее удобрят. Это хорошее удобрение. Вот под вот этой яблонькой я и прикопаю эти яйца. Все прекрасно удобрена наша яблоня. И на следующий год будет большой урожай. И хочу вам, знаете, что показать? Смотрите. Смотрите. Видите, я выкапывала под яблонькой. Это все личинка майского жука. Вот. В одном месте
Посмотрите, сколько их много. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Вот я только выкопала одну ямку. Сейчас я это все соберу. Вот. А за яйцами жалеть не нужно. Зато курочки наши здоровы и пропоены. И без глистов. И удобрена вот эта яблоня. Пропаивала я своих кур-несушек препаратом Гидролев. Это комбинированный препарат от глистов на основе левомезола. И в состав этого препарата еще входят такие компоненты, как аскорбиновая кислота и глюкоза. Этот препарат также нормализует иммунитет, повышает сопротивляемость организма инфекциям, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Вот поэтому я предпочитаю глистогонить своих курочек именно этим препаратом. И благодаря аскорбиновой кислоте и глюкозе этот препарат умеренно токсичен. Любой препарат от глистов – это нагрузка на печень. Поэтому я выбираю наименее вредный препарат. Конечно же, я своих кур пропаиваю профилактически. Лучше предупредить, чем потом лечить. Кстати, когда куры плохо несутся или скорлупа яйца очень тонкая, это тоже может быть причина в наличии глистов у кур. Знаю, что такие яйца варят и кормят ими кур или других животных. Также знаю, что такие яйца продают на рынке задорого, как домашние яйца. Но я так не делаю. Как поступаю я вам показала. В инструкции к этому препарату четко написано: яйца кушать в течение 3 дней после приема этого препарата есть нельзя. Вот так вот сидят курочки, любят. Конечно же, они гадят на эти гнезда. Но ничего не поделаешь с этим. Ну, посмотрим, что у нас сегодня.
Вот это хорошее яйцо, которое я забираю уже кушать. И тут скоро будет яйцо. Вкусное, полезное и которое можно уже будет кушать.